Just open this and we're pouring hot water balls and push this. Вы знаете, я сейчас сижу, готовлю ответы на вопросы для интервью, которое у меня состоится вот буквально там на днях, по-моему, завтра. Несколько вопросов, которые касаются непосредственно корейской культуры. Один из них, он звучит как: случился ли у вас какого-то рода культурный шок по приезде сюда, в Корею? И вы знаете, я поняла, что, наверное, после Китая вообще понятие шок и я в этой жизни, они больше несовместимы. Меня ничего, в принципе, больше не шокирует. Больше, чем та страна, меня больше ничего не шокирует. Но, тем не менее, какие-то штуки, они действительно были для меня, вот в первый раз, когда я с ними столкнулась, очень странные, непонятные, и о них я бы хотела в этом видео как раз вам рассказать. Первое, с чем я столкнулась, когда приехала сюда и заселилась в свои апартаменты, я пошла осматривать территорию вокруг, район, где я живу, чтобы посмотреть, где находятся какие магазины, куда там зайти, что посмотреть и так далее. И я встретила на своем пути улицу, как знаете, улица баров, когда вы заходите из одного в другой, вот так вот пьете и идете дальше. То же самое здесь, но только с хейр-шопами для укладки волос, ногтей, ресниц, чего только угодно. Они выглядят, в принципе, как обычные салоны. Единственное отличие, что у них очень странные названия в стиле лолита и вот, знаете, такого подтекста. Внутри всегда сидят идеальные девушки. Супер укладка на волосах, супер маникюр, потрясающие длинные ресницы, идеальные волосы, и они идеально одеты. Когда я задала вопрос, почему вокруг нашего дома такое огромное количество вот этих салонов, мне сказали, открыли, так сказать, глаза на суровую реальность этой жизни. Мы живем в проститутском районе. Конечно, все не так плохо, но тем не менее вот эта улица, она имеет место быть. Безумно стесняюсь сталкиваться взглядом с девушками, которые там работают, потому что я пыталась для вас снимать, я пробегаю просто вот так вот, закрываюсь руками и не могу допустить контакта глазами с этими девушками. Я не знаю, я себя начинаю чувствовать очень странно при этом. В Сеуле существуют такого рода салоны для женщин, то есть клиентами которых являются женщины, и там внутри работают мужчины, наверное, которые выглядят также идеально, потрясающе. И вот. В Корее девушки это делают не от плохой жизни, они сами осознанно делают этот выбор. Каждый выбирает сам свой путь, никто никого осуждать не может и права не имеет. Второе, о чем я хочу рассказать вам, это хорошая штука. Собачкин культ. Огромное количество всяких мест для собак. Это магазины для собак, кафе для собак, кафе с собаками. Места, куда вы можете отдать своего питомца на целый день, чтобы он не скучал, пока вы проводите время на работе, где ему сделают укладку, причешут, подстригут. Есть кафе, куда вы приходите, но вы не можете себе ничего заказать. Вы заказываете все своей собаке. Вы угощаете ее всякими печеньками, косточками, специальным кормом, всем, чем угодно, но при этом вас, хозяина, там не обслужат. Самая популярная здесь порода — это померанский шпиц. Их одевают в совершенно разную одежду, вешают им разные красивые, милые бантики, поводочки. Еще у большинства собачек есть специальный рюкзачок. Девушки сейчас более независимые. Собачки, они не делают драму, не заставляют себя грустить, только если болеют. Ты можешь им отдать какое-то количество своей любви и чувств, которые нужно отдавать, но при этом все остальное ты концентрируешь на работе, учебе, саморазвитии, путешествиях. Волна феминизма не обходит, короче говоря, Корею стороной тоже. Третье. Камеры слежения CCTV, которые находятся в Сеуле везде, на каждом шагу, на каждом перекрестке, входа в каждый магазин, в каждое здание. И в этом есть свои положительные и отрицательные стороны. Положительные в том, что когда совершается какое-то преступление, его очень легко урегулировать, потому что весь маршрут от и до можно отследить по камере, и то есть ты можешь узнать локальное, currently location, актуальное место назначения правонарушителя. Плохая сторона в том, что в каждой стране есть извращенцы и странные люди, и из-за того, что здесь им не позволяется свои странности проявлять в открытую, они все это делают из-под-тишка. На прошлой неделе я наткнулась на статью, скандал, который начался из-за девушки, которая обнаружила запись самой собой в интернете, где она в собственной квартире расхаживает голая, запись из дома напротив, где ее сняли и выложили это в сеть. На самом деле я стала смотреть очень много
много документальных фильмов на ютубе, на других площадках, читать статей. Я узнала, что в Корее это имеет сейчас очень большое распространение, к сожалению. В метро объявления висят о том, что съемка на эскалаторах нижнего белья девушек из-под тишка, она запрещена и преследуется законом. Казалось бы, насколько очевидная эта вещь, но на нее висит запрещающий знак. Такое происходит не только в Корее, безусловно, в других там странах, городах Азии тоже, но очень большое количество женщин от этого страдают именно в Корее и выходят митинговать они именно в Корее, а не где-то еще. Поэтому я рассказываю сейчас про Корею. Четвертая вещь – это мнение, которое касается вашего избранника, если вы его решили сделать своим будущим мужем. Очень высоко в Азии, в частности в Корее, очень ценится отношение уважительное к людям, которые старше тебя, особенно это твои родители. Здесь, кстати, даже очень часто бывают такие нелепые ситуации, например, если спор происходит между двумя людьми, и если человек старше тебя на секунду, на час, там, на год, твои аргументы могут быть правильными и выигрывать в этом споре, но он может тебе спокойно сказать: ты, как ты мне можешь что-то говорить, когда ты младше меня. И все, на этом решается спор. Человек, который младше, даже если он объективно прав, его мнение в принципе не сыграет большой роли. Сколько я историй, основанных абсолютно на реальных событиях, слышала здесь от людей, своих знакомых, там, друзей, чьи мужские сердца разбиваются об мнение отцов девушек, с которыми они встречаются, когда они решают создать семью, и они решают быть вместе и приходят, спрашивают разрешение у родителей. Отец говорит просто нет, у него отсутствует личный автомобиль, личные апартаменты, бизнес, и он просто физически, материально не сможет тебя содержать. В ситуации, когда на весах правосудия чувства и мнение родителей, девушка всегда следует за мнением родителей. Возможно, не всегда, но в пугающем большинстве случаев это происходит именно так, к сожалению. Я немножко решила поменять расположение, потому что здесь светит солнышко, здесь сидеть приятнее, наслаждаться. Пятая и самая интригующая даже для меня штука, она касается свиного кожного коллагена. Я сейчас очень хочу видеть просто ваше лицо, когда я соединяю все эти слова вместе, потому что я еще ни разу это не пробовала, и когда мне сказали, что это блюдо, мое лицо примерно было типа: чего это вообще, как можно есть? Потому что у меня был очень негативный опыт в Китае, я попробовала куриную кровь. После этого я сказала: ребят, лучше на самом деле я бы не знала, что я ем, потому что в целом блюдо само по себе компонент. Ничего, на вкус это ничего. Кусочек, брусочек такого коричневого цвета и все. Когда ты знаешь, что это называется куриная кровь, это есть просто невозможно отвратительно. В странах Азии считается, что если ты ешь кровь, то это делает твою кровь там здоровее, лучше и приносит много железа. То же самое со свиным коллагеном. Получается, что когда ты ешь свиную кожу, пожаренную, пережаренную, приготовленную с овощами вкусно, то ты приносишь здоровье и пользу своему телу. Твоей кожей делаешь ее молодее, более упругой. Я узнала про это блюдо, когда я показывала своим друзьям фотки обычного российского холодца. Если в Корее это звучит отвратительно, то, как правило, на вкус это просто божественно, прекрасно. И сейчас в этой поездке я очень много себе готовлю сама, потому что в предыдущей я уже перепробовала все виды возможные корейской еды. В этот раз меня не тянет сильно пробовать что-то новое, но тем не менее супер просто excited. Будет потрясающе вкусно, потому что на картинках оно выглядит просто нереально крутым. И все это, наверное, все, о чем я хотела бы рассказать вам и рассказала в этом видео сегодня. Я очень рада, что вы его посмотрели. Спасибо вам за внимание. Я очень надеюсь, что оно было в чем-то полезным и рассказала вам что-то новое о корейской культуре, традициях и странностях. Не знаю, что еще добавить. Спасибо большое, что вы со мной. Я вас люблю. Спасибо, что смотрите. Целую. До встречи в следующих видео. Пока!